Imperial Spin Breaker Ox. На версию на губке единички мы обзор уже делали, можете ссылку найти под роликом. А сейчас расскажем про Ox. Тестируем мы эти шипы на основании Imperial Masterline Dev. Это весьма удачное защитное основание из совсем недорогих. Кстати, в отличие от многих других защитных оснований, доступно также и с анатомической ручкой. Как вы можете знать, длинные шипы на губке и без губки очень по-разному обычно играют. Если вы встречали, чтобы играли одинаково, напишите в комментах. Но все, что я пробовал, играют очень по-разному. Так и тут. Для начала скажу про основные свойства. Тяга примерно средняя, но при этом скорость довольно высокая. Скорость повыше средней. За счет этого получается в игре на столе контроль не очень высокий. То есть это не для тех, кто хочет максимально долго держать мяч, а для тех, кто хочет играть более агрессивно. За счет высокой скорости легко сыграть более быструю, более агрессивную подрезку, куда-то запихнуть, чтобы соперник не успел или выдал мяч под атаку. Но просто держать мяч на столе сложнее, чем более медленными и контрольными шипами. Атаковать аналогично. Контроль не самый высокий, но при этом атака более злобная получается, чем от медленных шипов. Мяч после атаки как-то подсаживается неожиданно, дает неожиданно низкий отскок. В общем, атаковать требует большей техники, но и атака более злобная. Что касается блока, то тут немножко неожиданно для нас было, что скорость в блоке оказалась невысокой. То есть шип очень хорошо гасит скорость приходящего мяча. Можно было ожидать по его скорости в подрезке и в атаке, что блок будет намного менее контрольный и дальше вылетать, но оказалось, что блок таки с хорошим контролем и не вылетает. Что касается реверса. Реверс не главная сила этих шипов, он тут безусловно присутствует, но не самый сильный, что бывает. И это, в общем-то, в данном случае особой роли не играет. Тут главная сила в возврате от блока, а также и от подрезки в дальней зоне, не сколько в реверсе, сколько в быстром прилете мяча сопернику и в неудобной траектории и в каких-то неожиданных отскоках по таким траекториям, по каким обычно от других шипов не отскакивает. Я сделал множество разных топсов, как по блоку, так и по подрезке, и отчетливо заметил, что реверс иногда бывает сильный, но обычно он все-таки не очень сильный. Для сильного это нужно или как-то постараться, или просто иногда случайно получается. Но несмотря на это, мячи возвращаются очень неприятные. Особенно часто мяч неожиданно низко стелется после отскока, как-то резко садится. Так что вот такая ситуация. Реверс не очень большой, но возвраты при этом очень даже хорошие. Еще раз подчеркну, это касается и блоков, и подрезок в дальней зоне. Блоки можно делать самые разные. Чоп-блоки в том числе тоже хорошо работают. Но реверс и от чоп-блоков тоже не очень сильный, но все равно возвраты хорошие. Что касается защиты подрезкой, то на медленном основании, на котором мы тестировали Masterline Dev, контроль хороший. Если ставить на быстрое основание, наверное, с контролем будут проблемы. А так на медленном основании подрезать легко, можно уверенно держать мяч на столе, и возвраты, хотя и не с максимальным реверсом, но за счет какой-то очень злобной траектории получаются все равно хорошие. Подведя итог, можно сказать, что спинбрейкер шип явно не для начинающих. В качестве первых шипов игроку со слабой техникой я бы его точно не рекомендовал, потому что играть им не очень просто. Но для шиповиков с опытом, с нормальной техникой, которые знают, как шипом играть, тут вполне могут быть хорошее преимущество от того, что шип сложный для соперника, а техникой и игровыми навыками вполне можно компенсировать
то, что шип не очень прост в управлении и немедленный. В общем, это шип для уже опытных шиповиков, кто ищет, как больше сложностей и напрягов сопернику создать, а не просто держать мяч на столе. Хороший реверс хороший. А тут нисколько, знаешь, реверс тут не самый сильный, но тут какие-то особые траектории возврата. Какие-то ни на что не похожие. Он как-то после... Вроде прилетел высоко, потом раз и умер. О, вот сейчас тоже. Я сделал высокий топс, ты его вернул, вроде он высоко отскочил,